В этом видео вы узнаете, как я, будучи дрыщом, смог накачаться всего за 1,5 года. И расскажу, как тебе накачаться. Пиши свою историю, ставь лайк, подписывайся, мы начинаем. Итак, если ты действительно хочешь быть умным и гигачадом, то тебе нужно развиваться. Я проходил много курсов по дизайну и языкам, и сейчас я кайфую в Англии. В моем элитном телеграм-канале более 10 тысяч слитых приватных курсов от программирования до как накачаться, благодаря которым ты овладеешь любой инфой, которая тебе надо. Я даю пожизненный доступ всего за 10 баксов, это как 2 меню в Макдаке. Просто напиши мне в личку для дополнительной инфы. Я отвечаю своей репутацией за этот ТГ-канал. Так как же все-таки накачаться? Но перед началом я сделал небольшую пометку. Всегда думайте перед тем, как доверяться 100% какому-то блогеру, потому что каждый человек индивидуален, и что-то может подойти, а что-то нет. Ну а на экране вы сейчас видите мою презентацию, как я курсил, шучу. Или не шучу. Ну ладно, если серьезно, то вы можете просто нанять тренера и вообще не разбираться в этой фигне. Но всегда, конечно, лучше знать, потому что тренер не всегда может помочь в какой-то ситуации. Ну, а время приступать? А, нет, надо еще один вопрос разобрать. Полезен ли зал? Возможно, вы задались таким вопросом. И тут нету какого-то определенного ответа. Логично, что он полезен в пределах разумного. Если вы действительно начинаете курсить или вы тягаете по 300 кг на спине, то вряд ли зал в конце концов вас приведет к чему-то здоровому. Короче, ну, во-первых, я думаю, это самое логичное, это определиться с целью. Что я имею в виду под этим? То есть, смотрите, допустим, у меня цель быть баскетболистом, поэтому я качаю и прыжок, и делаю силовую тренировку. Силовая тренировка в основном входит в любую цель, а как раз уже специфическая тренировка, она идет дополнительно. Допустим, если вы хотите быть гимнастом, вы делаете full body, а на второй тренировке вы там делаете всякие подтягивания, трюки и я не знаю, что честно гимнасты делают. Это всего лишь пример, так что, возможно, вы можете хотеть себе 3 тренировки или даже больше, меньше, там уже вы сами под себя подстроите. А дальше нам нужно сбалансировать питание. Ну и как бы это самое главное, потому что 30% строится в зале, а все 70 уже идут в отдыхе и в питании. Так что если ты худой или жирный, то питание в первую очередь. Итак, если ты жирный, тебе нужно уменьшить жир, который ты ешь. Если ты худой, тебе нужно просто больше есть. Жир тоже можно поддобавить, чтобы, ну, как бы было все равномерно. Обоим типам людей подойдет любой спортпит. Можете посмотреть у меня на основном канале, будет ссылка в описании. Я там снимал очень много видео про спорт и спортпит, где вы можете увидеть про гейнер, про протеин и про всякие упражнения, если вы не знаете вообще как качаться и что вам делать. Там у меня есть все видео, и вы можете что-то взять из них. Поэтому, если нам прилетает булка, мы ее отбрасываем, не едим ее. И еще одна пометка, это опять же зависит от цели. Если вы хотите набрать массу, вы едите и едите. Если вы хотите просто набрать мышцы, но хотите оставаться все равно худым, вы едите там только белок, допустим. Много способов. Если хотите больше узнать, пишите в комменты или пишите, чтобы я сделал вторую часть. И вот мы подкрались к нашей следующей секции, где мы остановимся подольше, потому что тут я буду вам рассказывать наконец-то о том, наверное, зачем вы сюда пришли, это об упражнениях. Новичкам в силовом стиле я советую начинать с full body, потому что ты задействуешь все группы мышц и сильно не перенапряжешь какую-то, которая у тебя вообще не накачана. То есть full body это когда ты делаешь и спину, и грудь, и ноги. И вот пару упражнений, которые даже не новички, даже профессионалы делают, потому что это действительно очень качественные упражнения. Это жим штанги, приседания, подтягивания, тяга в наклоне штанги, тяга вертикального блока, горизонтального блока, становая тяга, кроссоверы. Ну и другие упражнения вы можете сами найти или можете опять же перейти ко мне на канал основной. Там у меня было очень-очень много. Еще у меня в Телеграме есть упражнения, там даже записаны повторы и все такое. А, кстати, по повторам. Если ты делаешь full body, желательно делать на группу мышц где-то 4 подхода, суммарно получается 12, и делайте примерно по 12 повторений, будет нормально для начала, так чтобы понять, как все работает. Ну и чтобы прогрессировать, нужно же повышать интенсивность, поэтому с каждой тренировкой немножко повышайте интенсивность и иногда меняйте упражнения, потому что тело адаптируется к нагрузкам и упражнениям, из-за чего появляется застой.
Ну, а теперь четвертый финальный шаг и самый легкий, самый классный, который я больше всего люблю, это активности. Активности и помогают тебе сжигать жир и подкачиваться в какой-то степени. Допустим, если ты вот играешь в баскетбол, ты и качаешь прыжок свой, ноги, руки, все тело, координацию, худеешь. Так что делайте активности, и вы тогда гарантированно, может, и не накачаетесь, но будете стройным. Как вы видите, в этом вообще ничего сложного нет, поэтому я надеюсь, что вам все понравилось, вы послушаете мои советы, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.